мы выращиваем на этой небольшой грядке 3 сорта. Один, второй и третий. Выглядят они все по-разному. Какие-то больше, какие-то меньше. Это, в принципе, не важно. Сеялись они в одно время и выращивались по одной и той же технологии. Вот смотрите, такой небольшой кустик и имеет вот такую уже достаточно высокую плодовую нагрузку. Смотрите, сколько перчин уже завязалось. Понятное дело, что такое небольшое растение столько плодов не сможет увеличить. Срочно нужно посодействовать на наращивание зеленой массы. Листостеблевая масса должна нарасти. Вот здесь то же самое. Достаточно много плодов, и еще есть цветы. Если мы сейчас не посодействуем, то растение самостоятельно начнет заниматься саморегулированием, оно начнет сбрасывать следующие цветочки. Вот уже, собственно, такое мы немножечко и наблюдаем. От лишних цветов растение начнет освобождаться. В первую очередь нужно поспособствовать наращиванию зеленой массы, увеличению куста. Как это лучше сделать и чем лучше всего провести подкормку? Я расскажу о двух удобрениях. Одно, которым мы будем подкармливать сейчас, это Ростконцентрат, органоминеральное удобрение, в составе которого есть минеральная составляющая. Это вот азот 15, 7 фосфора, 7 калия и плюс гумат калия. Оно такого гуматного цвета, черное. Именно органоминеральные удобрения, то есть сочетание органической составляющей и минеральной, лучше всего при взаимодействии помогают растениям развиваться. Поэтому мы в этом году очень часто такие удобрения используем. Так вот, главный принцип при выборе удобрения, которым сейчас нужно подкормить вот в таком состоянии, в таком развитии перец. Если у вас такой перец, вот чем нужно подкормить, я скажу, друзья, чтобы азота было в 2 раза больше. Вот 15, 7, 7, а фосфора и калия меньше, чем азота. То есть, по сути, азотное удобрение с некоторым количеством азота калия. Именно в такой формуле вот азот поможет наращиванию листостеблевой массы, куст пойдет увеличиваться. Возможно, таких подкормок придется провести 2. Это что касается вот такого удобрения Ростконцентрат органоминерального 15,7,7. Мы будем им сейчас подкармливать. Да, для улучшения почвы я еще добавлю сюда Байкал-АМ. Это эффективные микроорганизмы, которые расселяются в почве. Мы раз в 2 недели проводим подкормку из расчета 100 мл на 10 литров воды и поливаем грядку. В грядке расселяются почвенные микроорганизмы полезные, которые помогают растениям лучше усваивать элементы питания из почвы. Ну, это приятная добавка, бонусная такая. Стараемся улучшать почву, чтобы результат на следующий год уже пожинать плоды, как говорится. Так вот, друзья, если у вас нет Росконцентрата, можно использовать обычное комплексное универсальное удобрение с формулой типа 18-18-18. Вот как в нашем случае есть у нас такое удобрение 18-18-18. То есть равные части азота, фосфора и калия в нем, но нам-то надо, чтобы азот был в большинстве в 2 раза, то вот на 15 грамм вот этого удобрения нужно добавить приблизительно 10 грамм аммиачной селитры. И таким образом, добавив к 15 граммам вот этого универсального комплексного удобрения, добавив сюда 10 грамм аммиачной селитры, мы и добиваемся того, что получаем на выходе увеличенный азот. Только вот здесь. Ну, это я говорю для тех зрителей, у кого есть какое-то универсальное удобрение с одинаковыми азотом, фосфором, калием. Может быть, у вас есть 20, 20, 20, может 18, 18, 18. Даже если у вас есть нитромофоска 16, 16, 16, вот на 15 грамм нитромофоски добавьте 10 грамм аммиачной селитры. И получите приблизительно вот такое соотношение по азоту, фосфору, калию. 0,7 приблизительно литра приготовленного удобрения под корень. Вот эта подкормка, которую мы сейчас проводим, она существенно ускоряет развитие кустика, и плоды лучше нарастают. Для сладкого перца это очень полезно. Если через неделю вы поймете, что не совсем эффективно подействовала эта подкормка, то можно ее повторить приблизительно через 10 дней. Вот что нужно сделать со сладким перцем, если на момент начала плодоношения куст выглядит немножечко недоразвитым. На этом видео закончу. Всем желаю хороших урожаев, мирного неба над головой. До свидания.